Всем привет, это Пура Вида с Настей. Сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями о небольшом путешествии на техасский остров Галвестон и заодно показать, как наш штат начал выходить из карантина. С 1 мая в Техасе официально разрешили открыть рестораны, правда пока только на 25%, некоторые бизнесы, а главное пляжи. Поскольку с самого начала карантина мы ни дня не сидели дома и работали буквально без выходных, нам, конечно же, сразу захотелось отдохнуть, развеяться и поехать на море. В новостях я увидела, что техасцы нападают на галвестонские пляжи, поэтому и мы тоже решили посетить остров Галвестон. Находится он недалеко от Хьюстона. От нашего дома чуть больше часа езды по прямой. Уже по пути на остров стало понятно – карантин действительно отменен. На дороге было очень много машин, особенно в районе, ближайшем к даунтауну Хьюстона, который, кстати, мы увидели впервые, несмотря на то, что живем рядом с ним уже 3 месяца. Отель для нашего отдыха мы сняли на Booking.com на 2 ночи, прямо на берегу Мексиканского залива. Нам очень хотелось, чтобы он был на первой линии, с бассейном, с видом на море, чтобы стоило все это недорого и желательно завтрак включен. Все это мы нашли в мотеле Guido's Seaside Inn. Номер нам достался небольшой, но очень уютный и чистый. На морской прибой можно было смотреть прямо из окна или сидя в кресле на террасе. В отеле с утра до позднего вечера работал бассейн, в котором мы так и не искупались, потому что там всегда толпилось много народу. А по утрам всех кормили сытным завтраком в американском стиле. Работники отеля постоянно были в масках, но гости по этому поводу совсем не заморачивались, маски никто не носил, все просто наслаждались отдыхом. Хотя рекомендуемую дистанцию в 6 футов старались сохранять. А чтобы искупаться в море, нужно было всего лишь перейти через дорогу. Практически весь берег острова Галвестон – это песчаный пляж. Можно расположиться в любом месте, раскинуть одеяло, установить зонтик или даже палатку и загорать и купаться сколько хочешь. Вода в заливе в начале мая была уже очень теплая, волны невысокие, мягкие, в общем, все просто супер. Прогулки по берегу тоже доставили нам немало впечатлений. Море, солнце, чайки, пеликаны – невероятная красота. Вдоль всего пляжа на определенном расстоянии построено несколько каменистых рыбацких пирсов.
рядом с которыми купаться запрещено. Они уходят далеко в залив. Днем и ночью там собираются рыбаки. И, судя по всему, не зря. Возле каждого пирса стоят будки со спасателями, и время от времени по берегу ездит спасательная машина. Вечером, с наступлением темноты, они проезжают по пляжу в последний раз и через рупор рекомендуют всем отдыхающим выйти из воды, потому что в случае чего никто не поможет, кроме 911. Из местных достопримечательностей мы в основном посмотрели только те, которые находятся на первой линии. Здесь, конечно, очень много отелей на любой вкус и кошелек. И шикарные многоэтажные с красивым наружным оформлением, и маленькие невзрачные. Некоторые из них пока были закрыты для посетителей. Многие кафе и рестораны уже вывесили объявление об открытии своих обеденных залов. Нам особенно понравилось вот это кафе в виде горы с водопадами и пальмами. Вечером струйки дыма на вершине вдруг заполыхали огнем, как на настоящем вулкане. Выглядит все это очень зрелищно. На острове есть несколько парков развлечений с аттракционами, которые тоже уже открылись, но мне кажется, еще не полностью. Самый большой из них, с колесом обозрения, расположен на пирсе, уходящем в залив. Улицы в Галвестоне красивые, чистые и симпатичные, по крайней мере в туристической зоне. На пляжах тоже чисто, несмотря на то, что в карантин многие службы не работают. Песок тут темноватый, и поэтому волны у берега из-за него кажутся мутными. Но это всего лишь песок, который даже не липнет к телу. В отзывах техасцев о галвестонских пляжах я прочитала: это, конечно, не Флорида, но это рядом с домом, и мы любим приезжать сюда с семьей так часто, как только возможно. И судя по бесконечной веренице машин, припаркованных вдоль береговой линии, так оно и есть.
Отдыхающих было просто нереально много. Парковка эта платная, $1 в час. В последний день нашего путешествия, после выезда из отеля, мы решили посетить один из платных пляжей, которые здесь тоже имеются. Называется он Стюарт Бич. Въезд на него стоит $12 за транспортное средство. Народу там собралось еще больше, чем на бесплатных пляжах, а море еще спокойнее и ласковей, несмотря на довольно сильный ветер. За $35 в час можно арендовать зонт с 2 шезлонгами, но они, по-моему, всегда все были заняты. Любые свои сидушки, лежаки и навесы сюда тоже можно приносить. Все наслаждались солнечной погодой, загорали, купались, играли в разные подвижные игры и запускали воздушных змеев. На пляже дежурили спасатели, а вдоль берега постоянно туда-сюда ходил продавец мороженого. В общем, все было совсем как раньше, до карантина. Недалеко от береговой линии, специально для посетителей пляжа, находится большое здание с переодевалками, душами и туалетами. Там же есть магазин сувениров и кафешка, но их еще пока не открыли. Конечно, мне очень понравилось наше путешествие на остров Галвестон. Мы накупались от души, получили массу новых впечатлений и увидели много веселых, жизнерадостных и беззаботных людей. Это было так здорово! Кстати, уже после поездки я где-то прочитала, что несмотря на открытие многих бизнесов, в первые дни после карантина техасцы посетили только пляжи. А уже потом, через несколько дней, пошли по ресторанам и магазинам. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!